Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож у Чорнобильську зону відчуження. У попередньому відео я показав вам, як потрапив на територію зони та мій шлях до першої стоянки. Сьогодні на вас чекає легендарний об'єкт посеред Чорнобильського лісу – загоризонтна радіолокаційна станція «Дуга». Друзья, всем доброй ночи. Нахожусь сейчас в домике лесника. И здесь много чего изменилось. Появилась даже сковородка у лесников. Сталкеры оставили здесь ботинки трекинговые. Буржуйка совсем не изменилась. Еще одна сковородка. То есть можно ходить сюда, жарить мясо в походе. Много пива, вода. Сталкерское творчество. Ну и дальше вроде бы все как было тогда зимой. Сейчас я отдыхаю немножко, возможно часик-второй, и отправляюсь на дугу. И планирую залезть на нее. Пока что варю макароны, уже полноценный ужин и завтрак, и все мне заменит, потому что сутки не ел, а дошираком особо не подкрепился, поэтому сейчас у меня будет очень калорийное блюдо. Макарони з кукурудзою і всякими ніштяками. Далі відбулось те, що я передбачував у думках. Посеред ночі в двері хати лісника хтось почав стукати. Я був один, тому перелякався не на жарт. Але коли я відкрив двері, то видихнув з полегшенням. Це були два сталкера. Ваня та два Криша. Два Криша – мій хороший товариш, з яким я часто ходжу по дахах. Зустріти його в зоні я точно не очікував. Я Витя, зовут всех Трус, два Крыш по моему инстаграму. Это уже мой третий поход. Как ты так получилось, что ты начал ходить в зону? Но я очень хотел в Припять, и как-то мне друг сходил. И после этого через пару месяцев я с ним пошел зимой. Мы сходили, но потом принялись первый раз, поскольку мы не могли назад уже идти, не было сил. Это был лед очень сильный, и мы очень не могли стоять нормально. Все время падали, пока шли до Припяти. И вот после первого похода тебя затянуло? Да. Понимаю. Второй захотел, уже третий, скоро будет четвертый, пятый. Так и что для тебя вот эти походы значат? Атмосфера Припяти, там заброшенного даже города? Уже и сама Припять, дойти до Припяти, что-то новое увидеть. Поставить для себя цель преодолеть вот этот маршрут. Ну круто, чувак. Ссылку на инстаграм Вити я поставлю в описании. А там вот у нас спит Ваня. Сейчас мы его тревожить не будем, пускай отдыхает. Покинул домик лесника, встретил там двух сталкеров и решили идти вместе на дугу. В общем, до нее нам, точнее до ее поворота 6,5 километров. И у нас тут случилась маленькая неприятность. Это чернобыльская роса, которая очень беспощадна для любого вида обуви. Чтобы вы понимали, нам предстоит пройти сейчас 6,5 километров по такому вот полю. Благо после дуги мы идем на ЗРК Волхов, там есть возможность разжечь костер, хотя делать этого нежелательно, потому что радиационный фон в тех краях повышается от костра. То есть это территория почти что рыжего леса, и древесина во время аварии впитала много стронция и цезия. Такие вот дела.
там дали. Всем доброе утро. Сегодня второй день похода в Чернобыльскую зону отчуждения. И мы отправляемся на один из поистине величественных объектов Чернобыльской зоны отчуждения. Да и в принципе во всем СНГ такой объект единственный. Это бывшая загоризонтная радиолокационная станция «Дуга». Еще ее называют «Русский дятел» за характерный стук в эфире, который она издавала. Примерно вот так вот это все выглядело. Что касается окрестностей объекта РЛС «Дуга», то это сосновый лес, который на советских картах был обозначен как пионерлагерь. Но некоторые припятчане сильно сомневались, что в этих лесах находится пионерлагерь, потому что из 7-8 этажа города Припять четко видно антенны. Все это дело выгорело примерно в апреле 2020 года, когда полыхала вся Чернобыльская зона отчуждения. Тут был действительно очень страшный пожар, которого никогда не было в зоне отчуждения. Вот для сравнения, сейчас кадры этой же самой грунтовки в январе 2020 года. Ну и состояние на сегодняшний день. Если раньше тут можно было где-то прятаться от патрулей, то сейчас тут особо не спрячешься. Лес полностью мертвый. Что стоит отметить, лес частично сохранился. Некоторые сосны буквально. Друзья, посмотрите, как вырубили сгоревшие сосны после апрельских пожаров. Раньше эта вся дорога была устелена лесом. Сейчас же все это дело выглядит довольно печально. Я повернувся сюди у цьому році з метою зняти види на Чорнобильську зону з висоти пташиного польоту. Це колишня загоризонтна радіолокаційна станція «Дуга», яка призначена для раннього спостереження пусків міжконтинентальних балістичних ракет. Усього було збудовано 3 таких станції. 2 в Україні, 1 у Миколаєві, інша у Чорнобилі. І 3 була побудована на території Росії, у Комсомольську-на-Амурі. Коротко про історію цього об'єкту. В 1975 році було збудовано першу дугу у Комсомольську-на-Амурі, а Чорнобильська РЛС «Дуга» вперше була тестово включена в 1980 році. Але прийняли її на бойове чергування протиповітряної оборони СРСР лише у 1985 році. Станція тоді мала технічні недоліки із частотами у радіоефірі. Антена видавала звук, схожий на дятла. Через це, власне, її прозвали російським дятлом. Систему було відправлено на модернізацію, і до 1986 року вона вже почала проходити державні перевірки. Але у тому ж році вибухнув реактор, і антена так і не стала на бойове чергування. Вся ця груда металобрухту тепер просто стоїть посеред лісу.
Антени станції збудовані за принципом фазованої решітки. Одна така антена не могла приймати широкі полоси радіочастот, тому було збудовано дві антени. Перша – це низькочастотна дуга, її висота досягає 150 метрів, а довжина близько 500 метрів. А друга антена низькочастотна, її висота досягає 100 метрів, а довжина близько 250. Через такі габарити антени об'єкт видно за 70 кілометрів. За це, власне, окрім дятла, його друге ім'я – Московське око. Ми рухаємось тихо та обережно. Територія радару хоч і велика, але під пильним спостереженням. Тож шанси вийти прямо на охорону є завжди, і вони чималі. Ще кілька метрів, і ми біля підніжжя антени. Пора лізти вгору.
Вдали показалась Чернобыльская атомная электростанция. Посмотрев немного западнее от Чернобыльской атомной электростанции, можно увидеть город Припять, который открывается перед нами в виде нескольких 16-этажек. Вот, пожалуйста, улица Леси-Украинки, две Фудзиямы, две белых 16-этажки. Это 16-этажка по улице Спортивная и близнецы на проспекте Строителей. Также две 16-этажки в центре. Вторая очередь Чернобыльской атомной электростанции. Также открывается вид на первый и второй блоки. Первая очередь ЧС, а также 5 и 6 энергоблок — это третья очередь строительства Чернобыльской атомной электростанции. Если заглянуть туда дальше, виднеется градирня. Коротше, я далі не лізу, бо я вже наверху був. Я чисто підзняти заліз. Ні, я вже там був. Я хочу підзняти этот. Что, ребят, я на дуге. Правда, в этот раз на самый верхний лез. Уже бывал там наверху. В принципе, отсюда даже открывается замечательный вид на город Припять. Я вижу 16-этажки, ЧАЭС, ну и все островки, связанные с зоной. Я не был на дуге с 2017 года, если честно, нахлынула такая ностальгия. Сейчас объект сильно охраняется, делаются обходы в связи с тем, что с дуги однажды упал сталкер. Вот такие вот дела. Лезть на нее не советую, довольно-таки опасно. Конструкция лестницы очень сильно шатается. Поэтому подниматься сюда не рекомендуется. Я же поднялся ради красивого кадра в виде города Припять и Чернобыльской АЭС. Кстати, вот в той стороне находится военный городок Чернобыль-2, посетить который в данном походе я не смогу, потому что
Довольно загруженный график похода у меня. То есть на дугу надо приходить на день, а то и 2. И в принципе ходить здесь снимать. Поверьте, здесь есть много чего интересного. Кстати, под самой антенной находится коридор, так называемый узел М, кажись. И чтобы вы понимали, он тянется от маленькой дуги, которая имеет 150 метров в высоту, которая имеет 100 метров в высоту, до конца большой. Итого, общая длина этого коридора около 800 метров. Кто бы что ни говорил, а дуга это мощно. Итак, мы покинули пределы РЛС Дуга. Сейчас направляемся в сторону наших рюкзаков и будем идти на ЗРК Волхов. Идем со стороны дуги и видим, под бесконечкой идет группа сталкеров. Вот так вот и встречаются сталкеры в зоне. Ой, очень тяжело. Миша? Здорово. Миша? Миша? Ребят, вы куда, на дугу? Нет. На Волх? Туда. Фу. Ви куди? На Волх. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, підписки та вподобайки. Біля мікрофону був, як завжди, Мішаня. Я бажаю вам удачі та мирного неба. З вами я ненадовго прощаюсь. Всім па-па!